Всем привет, это канал Smarant, меня зовут Зубик Виктор, и здесь мы сегодня не будем разговаривать про недвижку и инвестиции. Я сегодня расскажу про новые IT-технологии, а точнее про IT-технологии для гостиничного бизнеса в России. И это будет как раз связано с моим бизнесом, и моя новая аудитория узнает меня чуть поближе, узнает, чем я занимаюсь последние 3-4 года. Дело в том, что я решил не выпускать новое видео, рассказывать про бизнес, показывать, как это работает, а показать очень интересное интервью, которое я давал для канала Оскара Хартмана 1 год назад. Там я емко, полезно и кратко рассказал о том, чем я занимаюсь, как я к этому пришел и какие у меня планы на будущее. И после этого моего небольшого превью будет полное интервью, которое вы можете посмотреть, а само полное интервью вы можете посмотреть на канале у Оскара Хартмана, ссылка будет обязательно в описании. Заходите на его канал, это один из лучших предпринимателей, который выкладывает море бесплатной информации у себя на ютубе, рассказывает, делится мнением. Я уверен, что будет интересно и это видео, и канал Оскара Хартмана, поэтому оставайтесь здесь, будем смотреть видео. Поехали! Он меня не узнает. Вы не похожи по паспорту. Боль понимают именно бизнесмены. Я тебе выдам диплом Оскара Хартмана. У меня будет опыт, будет диплом и будет... Виктор, у тебя еще более интересный такой большой экземпляр ты привез сегодня. Расскажи про себя, что ты делаешь. Мы разрабатываем устройство самообслуживания, то есть довольно сложное слово, на самом деле простое. Мы разрабатываем киоски, если простым языком, которые позволяют регистрироваться гостям без участия персонала, полностью автоматически в отелях. Причем это в основном крупные гостиницы. Все, в общем, гость приходит в отель и встречает вот этого робота, да? Да, на самом деле мы гостю заранее отправляем QR-код и говорим: слушай, ты едешь в этот отель замечательный, там есть самостоятельная регистрация. QR-код нужен, это как интро, то есть он уже там дальше может вас с мобильного телефона считать. Но по факту в любом случае там поиск брони есть либо номер, либо по паспорту. Самый простой момент, когда он ищет по паспорту, то есть и мы уже ищем бронь уже в системе бронирования отеля. То есть нам нет разницы, где он забронировал, букинг, сайт и так далее. Это то, что он нашел, какую информацию. При этом он сразу видит даты заезда, выезда. То есть, например, указано, что на 2 гостей одновременно и так далее. Вот. И самое важное, то, что мы сделали, это подпись в электронном виде. Подписал договор, и он заполняет всю регистрационную карту, все мои данные, и дальше мы уже просто последним шагом сверяем лицо, для того, чтобы лицо из паспорта сверяло с лицом гостя. Он меня не узнает. Он не узнает никак. Мое лицо должен узнать. Вот. При этом нам нет разницы, там 20 лет назад выдали и так далее. Нам нужно понимать, что хотя бы на 10% гость похож. Я сейчас постоянно прихожу в отель и спрашиваю у портье, сотрудника на ресепшн, я говорю: а вы хоть раз человека не заселили и сказали, что вы не похожи по паспорту? Он говорит: нет. Я говорю: то есть я могу взять любой паспорт, заселиться по любому паспорту и заехать вам в отель. По сути, да. Вот. И дальше мы просто выдаем ключ-карту гостю. Гость получает ключ-карту и счастливо идет в номер. Доволен гость, довольна гостиница, потому что она автоматизировала процессы, ей не нужно на сезонность набирать сотрудников, потому что есть у бизнеса сезонность, мне рассказывают, есть отель в Сочи, они построили отель и еще мини-отель для того, чтобы там жили сотрудники. Но мне кажется, что это довольно странно. Очень круто. То есть простым языком делаем самостоятельный чек-ин в крупных отелях без участия персонала с минимальными затратами. Я очень хорошо это понимаю, я столько ночей в отелях провел, я всегда удивлен этой процедурой регистрации в отеле, потому что мне эмоционально это взаимодействие не нужно. Самое интересное, что как раз боль понимают именно бизнесмены, то есть те, кто часто в гостиницах бывает, потому что многие думают, зачем нужна такая штука в гостинице, есть же для этого персонал и так далее, но все знают бизнесмены, которые часто приезжают в тройки, в четверки, в пятерки. Это крупные отели, в которых часто образуются очереди, и причем в разное время. У меня лично по опыту бывает и в час ночи, когда заселяются очередями. И это хорошо понимают ательеры, зачем это нужно. И многие в основном вопрос, а почему это раньше не поставили, потому что в аэропорту уже есть. Вот, почему мы раньше это не сделали, никто до этого раньше не сделал. И самый простой ответ — это в технологиях. Технологии более сложно используются в гостиницах. Мы делаем не только быстрый чек-ин, но и делаем безопасный. Мы сверяем личность из паспорта с помощью распознавания лиц и вообще определяем, настоящий это паспорт или нет.
Плюс все данные отправляются сейчас в электронном виде, это возможно, а раньше не получилось бы так сделать. Раньше этого не было. Может быть, еще есть какой-то эмоциональный фактор. Действительно, для некоторых это некий ритуал приехать в отель, чтобы тебя встретили. Да? Это то же самое, как иногда, когда я приезжаю в другие бизнесы, меня встречают у входа. Люди ждут, да, потому что это приятно, образно говоря, человеческое взаимодействие. Иногда человеческое взаимодействие нужно, иногда оно не нужно, да. В принципе, давать людям выбор, люди же тоже разные, кто-то хочет, кто-то не хочет. Все правильно, потому что мы управляем потоками. То есть мы не говорим, что гостиница должна быть без персонала. Мы говорим, что есть разные гости, есть разное время, и мы должны человеку давать выбор. И вот как раз гости в отелях, в которых мы автоматизируем, они и уважают эту гостиницу, то есть они делают выбор в пользу там self-check-in или в пользу там использования там и общения там с девочкой на ресепшене. Self-checkout у вас есть? Self-checkout не во всех гостиницах, это скорее там, для больших гостиниц городских он подходит. Если мы говорим про там, бизнес-отель или это загородный отель, там отдельная ситуация, self-checkout там нет. Okay. Как ты вообще придумал это? Ты был студентом, когда ты создал это? Да, ну то есть сама идея еще родилась, мне кажется, где-то года 4 назад. А по факту мы вообще начинали с компании, которая производила обычные там, терминалы самообслуживания. Уверен, даже многие там, подписчики, они пользовались моими устройствами, потому что очень много МФЦ, госучреждений было автоматизировано с помощью электронной очереди, которую мы там разработали и стали внедрять, участвовали там и в гостендерах и так далее. И в целом бизнес был оттуда. Но когда ты понимаешь, что мы в Красном океане, куча компаний, в принципе, там продукт не такой сложный технологически. Мы думали, а куда бы уйти, и потому что был большой опыт компетенций в, там, называют self-service, то есть в устройствах самообслуживания, и я вижу в этом определенный тренд, потому что для меня это не коробки, это не устройство самообслуживания, для меня это простые роботы. Зачем ему ходить, да, если он должен просто стоять в одной точке и обслуживать вас, там, как гостя, там, как человека. И мы называем это простые роботы, мы внедряем простых роботов в бизнес, и в данном случае мы выбрали рынок отелей, а дальше будем уже двигаться в целом по рынку хорики, и мы видим потенциал в рынке бизнес-центров, в СКУТ. Все часто в очередях стоят в Москва-Сити и так далее, но там есть сложности с тем, что этим бизнесом управляют охранники. В прямом смысле они действительно против внедрения, и пока ничего не получится. Не хотят лишать себя работы. Ну, частные охранные предприятия даже не дают добраться в многих случаях до руководства. Кстати, я сейчас часто был в Японии, и там на ресепшенах практически работают роботы, потому что люди, которые там работают, они настолько загнаны в шаблон, у них микрофон, проверяется все, что они говорят, они не могут отклоняться там, и так далее. И они очень напоминают роботов, когда с ними взаимодействуешь, это такая интересная. Но при этом сервис улучшается. Как раз гостиница и занимается качеством, сервисом. Да. То есть мы забираем вопрос безопасности, мы забираем вопрос скорости, да, а гостиница пусть занимается сервисом. Она для этого, в принципе, и строилась. А конкуренты есть, в принципе? В России мы единственные, кто разработали. У нас, как сказать, есть преимущества и минусы в этом. И мы подумали, что ты, бывает, строишь бизнес, и ты смотришь, как его делают конкуренты. А у нас не было возможности украсть. То есть украсть идею. Есть французская компания, которая активно развивает этот продукт на французском рынке, но европейский рынок и российский рынок с точки зрения гостеприимства, он отличается по всем признакам, начиная там, от законов и заканчивая менталитетом. И поэтому нам пришлось разработать свой пакет документов, чтобы эта штука была легальна, законна, и вообще объяснять, а зачем она нужна. И вот прошел активный год, то есть мы как 2 года назад стали реализовать, год назад мы стали на выставке, все говорили, это не нужно, говорит, то есть мы в гостинице, так все справляемся, все в порядке. Прошел ровно год, и все говорят, ребята, то, что нам нужно, действительно, как вы это придумали? То есть это прошел ровно год, и рынок поменял свое отношение к продукту, но мы целый год работали, то есть это выставки, мероприятия, мы рассказывали вообще, нужна ли самостоятельная регистрация, вообще, что это такое, потому что ни отель, ни гости не знают про это. У нас даже есть, мы называем золотая цитата, если гость не знает про самостоятельную регистрацию в гостинице, то он не будет самостоятельно регистрироваться. И отели как бы не помогают гостям регистрироваться самостоятельно. Они думают, что это терминал, банкомат, все что угодно, но не self-check-in. То есть, а наша задача рассказывать, делать какие-то уведомления и так далее.
Какие сейчас уже, как работает бизнес-модель, по сути, твоя? Она развивается в двух направлениях, причем мы даже используем краундфандинг, я вот второй момент расскажу. В целом гостиница покупает продукт, как железо, как устройство, и платит за обслуживание и за ПО. ПО нельзя купить, то есть, но при этом мы уже вложили свои деньги в интеграции, гостиница не платит за интеграции, гостиница условно покупает коробку. То есть это устройство, при этом мы его можем внедрять в сам ресепшн, то есть делать под стиль гостиницы. Это не обязательно киоск, это встраиваемое решение в мебель. То есть и в целом мы активно развиваем. Но мы нащупали другую бизнес-модель, это арендная модель, потому что в некоторых случаях гостинице проще платить ежемесячно фикс за решение, за коробку. Так делают производители двигателей для самолетов и так далее. И самолеты, в принципе, в целом они все в аренду. И мы пытаемся развивать это параллельно и используем частных инвесторов, которые покупают оборудование. Мы инвесторам выплачиваем комиссию, то есть процентную ставку, которая выше 30% годовых. Вот. А гостиница платит нам за аренду. При этом у нас два источника дохода. Вот. И арендная модель активно помогает нам продвигать продукт на рынке, потому что в целом не всегда гостиница готова платить. Это все-таки не очень дешевое решение, а платить там 30-40 тысяч в месяц за аренду, примерно такую сумму мы берем, может позволить любая гостиница даже там без выделения бюджетов и так далее. Очень круто. Получается, ты вот в студенческие еще годы начал этот... На втором курсе я так и не закончил вуз. То есть я 3 курса отучился, в какой-то момент подумал, что преподавателю не надо, мне это не надо. Вот, и больше не появлялся в университете. Есть в этом плюсы и минусы. То есть у меня как из минусов то, что я не работал никогда, в принципе, на работе. То есть я официантом когда-то подрабатывал, то есть работал. И в целом бюджет я заработал, когда работал официантом, то есть на развитие там проекта. Мы в общежитии, у нас там склад был, мы с охранниками договаривались, у нас все про это знали, у нас там мини-офис был в общежитии на 3-м этаже. Вот, у нас даже разрешали, чтобы мы на территорию там про машины заезжали, загружались и так далее. Но потом бизнес рос, пришлось офис снимать. Вот. Но в целом все произошло в университете. И самое интересное, я когда поступал в вуз, я себе сказал, на втором курсе я открою бизнес. И говорит, Витя, какой бизнес? Говорит, тебе учиться надо. Говорю, я открою какой-то бизнес на втором курсе. И я вот открыл какой-то бизнес на втором курсе. То есть на подсознательном уровне я еще тогда, то есть официантом подрабатывал, при этом я на 5 учился. То есть, Мне кажется, за запуск такого бизнеса тоже надо давать диплом. Может быть. Чем это хуже, чем практика? Не хуже, практика намного лучше. И, я тебе выдам диплом Оскара Хартмана за успешный запуск. Это лучше, чем теория. Я согласен. Для меня самый главный инсайт был того, что если я ближайшие 3 года, пока учусь в ВУЗе, ничего не заработаю, ни копейки, то в целом я ничего не потеряю. Ну, то есть вот пройдет 5 лет, и что будет в итоге? Ну, будет 0, будет диплом и будет 0. А так у меня будет опыт, будет диплом и будет 0. Поэтому я приравнял это к большему и решил как раз то самое время, когда стоит пробовать. Виктор, ты даже прошел отбор в мой клуб Эквиум. Есть такое. Самый первый еще, когда он спутником назывался. Вот, видишь, как, да, вы потом переименовались в Эквиум, да, это действительно круто. Там ты искал наставника, да, это тоже некая... Как это ну, если говорить про наставника, то мне просто многие спрашивают, вот у меня сейчас есть наставник, есть ментор, и в итоге он даже купил у нас небольшую долю, даже так случилось, но я, наверное, про наставника задумался 2 года, то есть если у нас уже наставник где-то около 2 лет, то это 4 года назад, и наставник появился в тот момент, когда я был готов к наставнику, то есть и я его не искал условно, то есть обстоятельства так сложились, то есть не знаю, появился там проект «Спутник» у Рыбаков фонда, я туда отправил заявку, меня отобрали и нашли нам нашего уважаемого ментора. Вот. Как бы, и в целом, мне кажется, всегда так появляется, в том числе там и проект. То есть, как я попал, случайно. У нас есть интересная история, думаю, для интервью это будет интересно. Я на втором курсе искал разные идеи для бизнеса, там,
И мы сидели в общежитии с другом, и он говорит, слушай, говорит, надоел тут, тебе, говорит, каждый день новая идея. Он говорит, сделай хоть что-нибудь. Я такой, блин, я обязательно сделаю. И там мы решили запустить сеть терминалы производить и так далее. И был импульс только оттуда. И в целом, мне кажется, вот импульс, он оттуда где-то там зарядился, и ты пытаешься кому-то что-то где-то доказать, но не себе. Вот. И, наверное, вот эта энергия, она позволяет там двигаться, делать проект, потому что там отельный проект, он со стороны может быть успешный, но внутри, во-первых, столько сложностей, и до отельного проекта у нас сколько проектов провалилось, мы там автомойки самообслуживания делали, мы придумали, мы же хотели вендингом заниматься и продавать медицинские товары. И вот, Оскар, у тебя вроде тоже была какая-то идея, там в 2012 году пробовали. Мы в 2014 году, мы в 2014, мы хотели тоже продавать, мы надеялись, что примут какой-то закон, мы будем продавать лекарства там безрецептурные и так далее. Мы столько туда денег влили и времени, и больше всего времени жалко по итогу. Поэтому, то есть, как бы, вот ошибки какие-то, обстоятельства, внешние энергии, и в итоге что-то получается. Да, очень круто. Видишь, как интересно, когда люди очень активны, все равно они пересекаются заново, да? Вот просто получается, мы уже даже несколько раз в жизни пересеклись просто так. Просто могли быть конкурентами, да? Да, как знаешь, это честно, я только 10 лет назад закончил университет, но я уже все равно понял, что вчера конкуренты, сегодня партнеры и наоборот, и знаешь, жизнь такая длинная, и ко всем надо относиться к огромным уважением, да. У меня огромное количество сейчас партнеров, которые в прошлом были конкуренты, и на самом деле уважение друг к другу очень высокое, да, потому что мы действительно, и это нормально, это очень долгосрочно на это смотрю. Я очень надеюсь, что это интервью вам понравилось, вы узнали больше про меня, кто я такой и какими проектами я занимаюсь. Да и в целом, какие проекты сейчас существуют на российском рынке в гостиничном бизнесе. И если это видео понравилось, обязательно поставьте большой палец вверх и поддержите меня подпиской на этом канале. Это помогает продвигать видео, улучшать, и я буду стараться делиться больше информацией, у меня будет больше мотивации, это будет меня вдохновлять. И если мы наберем 1000 лайков, для нас это не так много, я запишу отдельное видео с Оскаром, мы поговорим про недвижку, про инвестиции, да и в целом, я думаю, Оскар с удовольствием ответит на все ваши вопросы, которые зададите в комментариях именно к этому видео. Поэтому поддержите это видео, мы будем его продвигать, и я думаю, очень скоро появится видео с Оскаром Хартманом, с его интервью на этом канале. Всем спасибо, с вами был Зубик Виктор, канал Smart про недвижимость. Выбирайте недвижимость с умом. Пока!